Разбить машину сегодня нетрудно. Гораздо труднее сделать это так, чтобы процесс разрушения был контролируемым и направленным на изучение характеристик автомобиля, его эргономики и уровня защиты от внешних факторов. Сегодня я расскажу вам, как подобные процессы используют в Европе в рамках программы оценки новых автомобилей Euro NCAP, успешно функционирующей с 1997 года. Это независимая организация, систематически проверяющая безопасность выставляемых на продажу автомобилей. Вне зависимости от класса, характеристик или стоимости машины, она подвергается проверке электронных систем безопасности, проходит проверку на безопасность по отношению к пешеходу и обязательный краш-тест, состоящий из 5 различных столкновений. С момента создания программы было проведено около 2000 тестов, но, как показывает практика, самыми зрелищными и впечатляющими были разрушения, причиненные машинам более высокого класса. Именно поэтому сегодня мы поговорим о краш-тестах, демонстрирующих стойкость автомобиля в порядке возрастания, то есть пойдем от самого дешевого к самому дорогому авто. И первый наш подопытный – это дешевенький Camaro. Его стоимость $46 500. Этот краш-тест стоил компании $200 000. А все потому, что каждое из столкновений наносило автомобилю ранения, несовместимые с жизнью. Его списывали, а на место приходил новенький Camaro. Тест проходил в соответствии со всеми жесткими стандартами компании и был успешно завершен. Правда, как это часто бывает, есть одно но. Во время моделирования ситуации переворачивания автомобиля на крышу, верхняя часть его корпуса подверглась сильной деформации, то есть по сути оказалась совершенно ненадежной. За подобными вещами необходимо очень тщательно следить, потому что на большой скорости, в случае если водитель не справится с управлением, есть большой риск перевернуться. В таком случае крыша автомобиля является гарантом сохранения жизни водителя и пассажиров. Несмотря на такие недочеты, Camaro получил наивысшую оценку – 5 звезд по всем показателям. Следующий представитель Audi Q8, идеально сочетающий в себе скорость, управляемость и безопасность. Это одна из немногих машин, которая без особых усилий получила 5 звезд в тестах Euro NCAP. Ее базовая модель стоит $79 000, но даже по этой цене в минимальной комплектации она оснащена по всем требованиям безопасности. Благодаря этому вероятность остаться в живых у взрослого человека при лобовом столкновении составляет невероятных 93%, при среднестатистических 75%. Касательно уровня безопасности пешеходов и надежности систем, то показатели ничем не хуже. Это 71 и 73% соответственно. Единственным недостатком оказался низкий уровень защиты грудной клетки водителя при столкновении, что обусловлено эргономикой автомобиля. Но это не помешало Audi Q8 забрать в свою копилку очередные 5 тестовых звезд. В сравнении с Audi 5 звезд Range Rover Velar кажутся весьма сомнительными. Краш-тесты всегда проходят несколько авто одной и той же модели и марки. В случае с Range Rover Velar сначала, как и положено, тест прошел первый автомобиль. Затем было решено продолжить проверку с этим же автомобилем. Но возникли некоторые непредвиденные обстоятельства. Во-первых, 6 подушек безопасности, расположенных по всему периметру водительского и пассажирского кресла, сработали отлично, но для сидящих сзади такие подушки не предусмотрены. Поэтому существует большой риск при столкновении с препятствием получить травмы груди и шеи для пассажиров второго ряда. Уровень безопасности пешеходов составил 74%, профилактическая безопасность 72%. Довольно неплохие показатели. Таким высоким процентам способствуют встроенные электронные системы безопасности. Среди них автономный тормоз и распознавание дорожных знаков. Однако, как выяснилось, при боковом столкновении кузов слишком сильно деформировался, что являлось весомой причиной для доработок и снижения оценки. Но, несмотря на это, компания решила, что Range Rover Velar заслуживает свои 5 звезд. Следующий образец – это электрический седан Taycan от Porsche за весомые $130 000. К изумлению многих исследователей, показатели его тестирования не сильно отличаются от протестированного компанией Euro NCAP в 2014 году автомобиля Tesla.
хотя образец Taycan новее и выше по классу. Здесь существует серьезная проблема – высокая вероятность травм шеи водителя и пассажиров после резкого торможения. Однако оставшихся после этого баллов за лобовые и боковые столкновения едва хватило на скудную пятерку – Mercedes SLS AMG. Без зазрения совести скажу, что у него с безопасностью все отлично. Во время тестирования модели SLS AMG стоимостью $205 тысяч Euro NCAP не обнаружил совершенно никаких проблем. Кроме того, системы безопасности работают в тандеме с машиной, достигающей 100 км в час менее чем за 4 секунды. И вполне комфортно чувствует себя на 317 км. Это максимальная скорость автомобиля. Скажу одно, этот автомобиль яркий образец соответствия цены и качества. Именно поэтому подвеска Mercedes SLS не деформировалась ни при одном из столкновений, а во время опрокидывания автомобиля никто из пассажиров не пострадал. Конечно, двери, бампер и фары были разбиты, но главное, подушки безопасности сработали, а значит главная цель – сохранить человеческую жизнь – выполнена. Стоит сказать, что даже после многочисленных повреждений Mercedes продолжил движение и сделал это весьма успешно. Заслуженные 5 звезд. Следующий образец Lamborghini Murcielago. Его стоимость $450 тысяч. Это первая модель Lamborghini, над которой работали специалисты Audi. Наверное, по этой причине столько внимания было уделено безопасности. Испытания показали, что Murcielago надежно и успешно справляется со всеми препятствиями. И даже ослабленная передняя часть устояла перед ударом, сохранив весьма увесистый двигатель Lamborghini. На первый взгляд машина великолепно прошла все испытания. Но не стоит забывать, что все тесты проводились на скорости не более 64 км в час. А теперь ответьте на вопрос, кто ездит на Lamborghini на такой скорости и может ли такое исследование быть достаточно объективным. Параллельно были проведены испытания Koenigsegg Regera, но уже совершенно другим методом. При том, что стоит она в 4 раза больше Lamborghini. Произведена в 2020 году и продана еще до начала производства. Так же, как и Lamborghini, тестировать такую машину – это безумие. Именно поэтому Кристиан фон Koenigsegg, владелец и генеральный директор одноименного бренда, решил пойти иным путем. Прежде всего, мощный компьютер просчитал все вероятные случаи неожиданных происшествий, аварий и возникновения всяческих препятствий. После этого все данные объединили в единую, основывающуюся на схожих признаках систему. На ее основе инженерам компании был сделан вывод, что в основе Грегера лежит единый несущий стержень, на который уже монтируются все остальные детали. В результате все, что пришло в негодность после очередного краш-теста, разбирали, исследовали, а вместо них устанавливали новые детали. Таким образом были сэкономлены миллионы евро. Ведь одно дело постоянно использовать новую машину и совсем другое – ремонтировать поврежденную, ставя на нее новые, гораздо более дешевые по отдельности детали. Кроме того, усиленное углеродное волокно, положенное в основу кузова Грегера, уже зарекомендовало себя как один из самых прочных материалов для кузова. Те же самые $1,8 миллиона стоит Pagani Huayra с весьма нелегкой судьбой. Орацио Пагани, создатель марки, хотел продавать свои автомобили на американском рынке, поэтому адаптировал их под американские стандарты безопасности. Но они требуют проведения краш-тестов. 730 лошадиных сил позволяли машине развивать невероятные скорости и хорошо проявлять себя при столкновении. Это было достигнуто благодаря композитным материалам из титана и углеродного волокна, из которых и заготовлен кузов. Все-таки не зря его называют инновационным. В конечном итоге все это обеспечило 5 звезд по стандартам Euro NCAP. И наконец, самый дорогой краш-тест – Bugatti Veyron. Стоимостью в $1,9 миллиона. Он полностью оправдывает свою цену, сочетая в себе заключенную в рамки закона смелость, безопасность и скорость. Для этого он прошел все тестирования, ведь автомобиль, носивший титул самого быстрого в мире, просто обязан быть и самым безопасным. Тесты компании Euro NCAP подтвердили, что все характеристики автомобиля соответствуют американским стандартам безопасности.
Кузов из армированного углеродного волокна с честью перенес все аварии, о чем можно судить по комментариям тест-пилотов и общему рейтингу машины. Однако в общем доступе нет видеоматериалов, на которых ясно было бы видно столкновение Bugatti Veyron с препятствиями в тестовом режиме. Есть всего лишь несколько фотографий 2004 года, подтверждающих это. Но, к сожалению, фото не дает точную характеристику о результатах исследований. С помощью них мы даже не можем понять, сколько автомобилей было задействовано в тесте. Подписывайтесь на канал «Лайк не глядя», чтобы узнать много интересного. Оставляйте комментарии под этим видео и до скорой встречи!